Привет всем! В этом видео я расскажу про контроллер уровня воды. Это вот такой модуль, с помощью которого мы можем контролировать уровень воды. Например, в приямке при достижении определенного уровня он будет включать насос, откачивать воду и автоматически отключаться. Либо же можно контролировать уровень воды в емкости, например, бочка, когда в ней вода заканчивается, автоматически также будет включаться насос, наполнять ее до определенного уровня и выключаться. Данный модуль работает от напряжения 12 вольт, вот эти два контакта. Сюда мы подаем напряжение 12 вольт, можно переменный ток, потому что здесь стоит диодный мост, и он выпрямит напряжение. Если напряжение постоянное, то на вот эти два контакта подключаем, куда плюс-минус без разницы, потому что диодный мост все равно подаст напряжение так, как нужно. Вот эти клеммники, 3 штучки, сюда подключаются датчики, обычный зонд, то есть можно стержень металлический, можно провод. Я дальше покажу, как он все сюда подключается. И вот эти три контакта, это идут на силовое реле, которые будут управлять насосом, либо шаровым краном. Это реле может управлять нагрузкой 250 вольт, 10 ампер, то есть до 2,5 киловатт. Сюда можно нагрузку подключать. И для примера я подключу, покажу, как он работает. Для начала нам нужно будет подключить датчики на вот эти три контакта. Первый контакт – это самый длинный, который будет опускаться на дно датчик. Я вот для примера разной длины прутики вырезал, которые мы будем опускать в воду. И на первый контакт мы подключаем самый длинный, то есть он должен быть всегда погружен в воду. Я его зажимаю вот сюда, в первый контакт. Не обязательно они сюда должны подключаться напрямую, то есть это может подключаться через провод. А потом уже датчик будет располагаться в емкости, а вот эта плата может располагаться где-то отдельно в герметичном корпусе. Вот сюда мы подключаем самый длинный датчик. Второй контакт – это у нас нижний датчик, то есть датчик нижнего уровня. И когда вода достигает до нижнего уровня, вот она отключит насос. То есть если мы будем откачивать из приямка воду, либо включит насос, когда в емкости уровень воды упал. Вот. Может включать насос. Это зависит от того, куда мы подключим контакт. Здесь нормально замкнутый контакт есть и нормально разомкнутый. То есть в зависимости, как мы подключим, так работать и будет. И короткий у меня датчик будет. Это верхний уровень воды. То есть при достижении верхнего уровня у нас также будет срабатывать реле. Так, с датчиками все готово. Теперь нам нужно будет подключить насос. Он подключается к вот этим контактам сверху, которые возле релюшки находятся. И если у нас напряжение переменное, то мы фазу на центральный контакт подаем. Если напряжение постоянное, то сюда мы подаем плюс. Вот, на центральный контакт, то есть от источника питания, который у нас будет питать наш насос. Я подаю сюда вот провод, буду подавать плюс. А к вот этому контакту я буду подключать насос. Я для примера взял вот такой маленький погружной насос. Он на 5 вольт питается. Красный провод это плюс. Его нужно подключить к вот этому контакту. То есть при срабатывании датчика насос включится. Белый провод минус. И минус я подключаю напрямую к блоку питания, чтобы запитать насос. Вот так это будет подключаться. Вот я крокодильчиком минус подаю. И плюс подаю на релюху. Все, насос подключен. Теперь нужно будет запитать сам модуль. Сюда мы подаем питание 12 вольт. Также я беру с блока питания. Здесь без разницы, где плюс-минус. Вот. Подключили. Помпа сразу заработала, потому что уровня воды нету. Вот, помпа сразу включилась. Поэтому мы блок питания выключим пока что. И теперь я это все погружу в емкость. Вот для примера я взял вот такую пластиковую емкость. Вот так вот. Все у нас готово. Погружную помпу опускаем в емкость. И нужно будет набрать воды. И вот эту трубочку, куда откачиваться будет вода через нее, мы в другую емкость. И у нас получилось наоборот. То есть помпа включается, когда уровень воды падает. То есть она набирает емкость. Ну, для начала я хочу показать, как откачивать воду, если у вас это дренажный приямок. То мы переключаем вот этот контакт на эту сторону. Вот мы подключили сюда. И теперь у нас помпа будет при пустом приямке выключена. Подаем питание. Вот у нас засветились светодиоды, индикаторы. Помпа выключена. И теперь мы будем набирать
воду в дренажный приямок. Вот, дошла вода до первого датчика. И теперь набираем до второго датчика. Набираем. Когда уровень воды достанет до второго датчика, то у нас включится насос. Вот, насос заработал. Вот у нас качает воду. Теперь, когда уровень воды дойдет до нижнего датчика, насос отключится. Нужно выбирать такой уровень воды, чтобы не полностью выкачивалось, а чуть-чуть воды внизу оставалось, чтобы насос не хватанул воздух, чтобы не завоздушился. Во-первых, он тогда может работать холостую. Вот, я оставил чуть-чуть уровень воды, чтобы насос всегда, крыльчатка была погружена в воду. И вот у нас отключился насос, когда до нижнего уровня уровень воды дошел. То есть я опять поднимаю уровень воды. И насос опять включился и откачивает воду. Теперь рассмотрим второй вариант, когда у нас вода в емкости не должна заканчиваться. Вот емкость. Я подключил сюда кран. То есть мы открываем, и вода стекает с емкости. И нам нужно подключить контроллер, чтобы тут при достижении минимального уровня включился насос и наполнил емкость. Поэтому я взял, вот, сделал вместо стержней, просто вкрутил шурупы на нужной высоте. То есть это у нас постоянно в воде датчик находится, потом нижний уровень и верхний уровень. И также подключаем к контроллеру. Под цифрой 1 мы подключаем самый нижний датчик. Потом идет нижний уровень, также затягиваем. И верхний уровень это под цифрой 3. И насос я обратно переключил. Красный провод плюс питание насоса на правый контакт. И теперь давайте проверим всю эту систему. И если у нас в емкости вода закончится, то мы ее будем брать вот с другой емкости, перекачивать. Либо включается насос, либо если вы подключаете вместо насоса кран, чтобы он открыл воду, то так же само подключаете, открывается кран и наполняет емкость. Все готово. Вот в таком варианте у вас вот этот модуль может находиться где-то в другом месте, в блочке, в коробочке. Вот, а подключено все с помощью проводов. И, например, если емкость высокая, то вам не нужно будет делать длинные стержни, а просто на нужном уровне вот, металлические контакты вывести внутрь, чтобы они соприкасались с водой. Но если корпус металлические бочки, то они должны быть заизолированы и с бочкой не касаться. Так, в общем, все готово. Подаем питание. Емкость полная, насос у нас выключенный. Открываем кран, и уровень воды у нас начинает падать. Вот, совсем чуть-чуть у нас осталось до нижнего датчика. Сейчас как раз вода закончится и должен включиться насос. Вот, опустился уровень. Я закрою кран. И емкость начала наполняться. Вот, и скоро уровень дойдет до верхнего датчика, и насос у нас автоматически выключится. Вот, дотронулась вода до верхнего датчика, и насос отключился. Вот так работает этот контроллер. Ссылочку на него я вам оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.